Здравствуйте всем! Как мы обещали, сегодня мы встречаемся с доктором медицинского центра Incorpore и с генеральным директором медицинского центра Incorpore Николя Штуки. Вот. Добрый день. Вы уже многие видели в моих, в том числе, сторис и в моих постах о докторе, о том, как он принимает, и сегодня мы решили задать ему несколько разных вопросов. Добрый день. So, hello everyone in English is okay for you? That's fine. That's fine. So, hello everyone. Welcome to our Instagram live. Nice to. I hope a lot of you are seeing it, are watching us. So today we are with our main doctor ophthalmologist, Dr. Bijan Farpour, who gave us a little bit of time to be with us. Hello. Nice meeting you. Thanks, Nicholas, to come here. Итак, здравствуйте. Сегодня мы здесь у доктора-офтальмолога Бижан Фарпура, которому мы отправляем многих наших пациентов медицинского центра Incorpore. И с вами сегодня беседу проведет генеральный директор медицинского центра Incorpore Николя Штуки. So, Dr. Farpour, first general question. Does someone need to do like some regular ophthalmology checkup, or do you come only to see your ophthalmologist when you see that you have a problem? Итак, первый вопрос. Нужно ли вообще обращаться к офтальмологу, и как часто нужно обращаться к офтальмологу, или в каких случаях нужно обратиться к офтальмологу? Okay, sorry. Итак, в каких случаях необходимо обратиться к офтальмологу, как часто нужно обращаться к офтальмологу? Мы еще раз повторяем этот вопрос. Okay, please. So, all depends on the age. Now, a child, as long as he has good straight eyes, is probably not required to see an eye doctor. If he complains of a problem, does not see well at school, for example, then of course he has to see an eye doctor. And if he wears glasses, then each year he should be checked. That's for certain. Итак, если у вас все в порядке со зрением, то, по сути, в принципе, к доктору, глазному доктору обращаться нет потребности. Но в случае, если вы чувствуете, что у вас зрение падает, либо вы носите очки, то ежегодный контроль у доктора-офтальмолога необходим. Usually at an older age, adults, once in a while a check should be required, especially to measure eye pressure, because it's not sensed by the patient, it's not painful, and have a quick check of the back of the eye. That's required. So, like, how you say regularly? What does that mean? I would say every couple of years, like 4 or 5 years, would be a good idea. Every 4 or 5 years. For whom? For adults? Adults until they're 60 years of age. Mm-hmm. After 60, we recommend people see every 2 years an eye doctor. То есть, если говорить о возрасте до 60 лет, то в среднем где-то раз в 4-5 лет желательно осматривать заднюю поверхность глаза у доктора и, соответственно, он в том числе осматривает и измеряет давление, глазное давление. После 60 лет больше рекомендуется раз в 2 года ориентировочно проводить осмотр у глазного доктора. And yeah, this is a good point. Why eye pressure? No one thinks about the eye pressure. Why would that need to be checked on a regular basis? Отличный момент, отличный пункт, потому что почему же нам нужно измерять давление глаза? Now, the eye pressure is important because if you have too much eye pressure in the eye, you can develop a disease called glaucoma. Mm-hmm. Glaucoma is not a painful disease, so patients do not feel it. It affects the visual field, so people lose visual field progressively and don't realize, and it can lead to blindness. Итак, почему же нужно измерять глазное давление? Потому что зачастую люди его не ощущают, не чувствуют какой-то определенной боли. И тем самым происходит развитие так называемого заболевания глаукома, очень многим известное в принципе. И чтобы избежать быстрой потери зрения, и кроме того, не только быстрого потери зрения, но и
возможного риска полной потери зрения, соответственно, необходимо осматриваться доктором и измерять именно глазное давление. So when you talk about glaucoma, it means that everyone could be subject to this problem, or some people are more at risk than others? It's a good question. Now, we recognize that persons who have glaucoma within the family are 3 times more likely to develop glaucoma. Now, we must know that glaucoma is usually the disease that comes with age, so after 60. So really patients after 60 are required to check their eye pressure because it's much more dangerous for them. Ну, что касается глаукомы, да, то есть хороший вообще, в принципе, вопрос и тему, которую мы затронули. Доктор говорит о том, что в основном своем уже в возрасте после 60 у людей действительно развивается глаукома. И поэтому, соответственно, необходимо и проверять гораздо более регулярно людей более возрастных после 60 лет. Но, тем не менее, есть и тенденция к развитию глаукомы, исходя из семейных генетических факторов в том числе. Вот, соответственно, может произойти развитие гораздо раньше. So now let's go on maybe more specific question. Yesterday we had a patient, 46 years old. He says that within the last 4 or 5 years, he is getting much more difficulty to read, and so it's worsening. Yeah, worsening like during 2 years, I think from 1.5 to... No, it was from 0.5 to 2. To 2, yes. So his question was, what is the reason, first, why? And second, can I do something to prevent it to worsen? Итак, возвращаясь к нашим вопросам, да, один из наших пациентов, вы видели в моих тоже сторис, задал вопрос, что в возрасте 46 лет за последние 2 года произошла сильная потеря в зрении и больше именно склонность к дальнозоркости, да, то есть вы знаете о том, что с возрастом такое происходит, что нужно читать не вблизи, а издалека. Соответственно, с чем это связано? Давайте зададим такой вот вопрос доктору. So that's a very common question. As we all know, when we enter our 40s, we enter an age where our body is less flexible. And since our body is less flexible, our eye is also less flexible. So our lens cannot accommodate and do that autofocus we were able to do as a child until here. When you're 40, it's here, and when you're 50, it's right there. I also agree. I'm fine. Because you're a bit short-sighted. That's so am I. So what this really means is that we lose all this type of flexibility. Now, if we come back to this patient that has complained... I will talk about this. Итак, доктор говорит о том, что, во-первых, хороший вопрос, потому что он достаточно часто, его действительно многие кто задают, и начиная с 40 лет очень у многих появляются такие симптомы, и он говорит, что, в принципе, как любой орган, в принципе, любое тело теряет гибкость. Так вот, глаза тоже теряют вот эту вот гибкость и эластичность, и, соответственно, происходит та самая потеря зрения. Итак. So, Nicholas and I are both short-sighted. That's why we can still function for close. But regarding your patient, he has probably developed in the first years of his presbyopia, and this lens being less flexible, he also probably loses a bit of his vision for distance very progressively. Therefore, he would need a correction. That's logical, and this will happen to a good part of the population. So there's no way to protect yourself? Unfortunately not. No? And what about exercising for the eyes on a regular basis? There's a lot of discussion about this, but there's really no scientific proof, and on the basis there's no suggestions we can do to patients and stuff. What is important for a patient, if really the eye is it's too difficult to read, then the patient needs glasses to just be more comfortable in regular life. It's not dangerous if he doesn't wear the glasses, but it's going to help him and relieve his strain. Итак,
Доктор говорит, да, еще раз он повторил про потерю той самой эластичности в глазах в том числе, и он говорит о том, что это не страшно, та самая потеря зрения, которая происходит. И понятно о том, что в принципе вы можете видеть и без очков, но для вашего же комфорта, для вашего же лучшего состояния, для вашего лучшего видения, лучше все-таки в этом случае прописывать очки и надевать эти очки именно в тех важных случаях, которые, соответственно, вам в тех моментах, когда они действительно необходимы, эти очки, да. Поэтому доктор, в общем-то, даже рекомендует. And actually, going back to this problem of not being able to read, we know that there are some laser surgery for short-sighted people, but is there some surgery for this kind of problem? Итак, мы знаем о том, что для близоруких людей, например, есть вариации на тему, чтобы сделать операцию и улучшить это зрение, чтобы не было потребности все время ходить в очках. Есть же ли подобные операции, подобные коррекции для дальнозоркости, той самой, которая вырабатывается после 40 лет у многих? Good, so that was a good question. Now there's a lot of solutions. First of all, glasses, then contact lenses, and obviously surgery has a place. Now each person is different and it really depends on the age. And so the idea basically through surgery is we cannot work on the lens because it's within the eyes, but with a laser we can modify the shape of the eye and allow people to have depth of focus and be able to see better for close. So there are some forms of surgery which are for presbyopic patients. Okay. Итак, понятно, что все очень индивидуально от каждого пациента, да? Но тем не менее есть вариации, когда можно, в том числе, корректировать зрение, понятно, что или очки, или линзы, но и хирургическое вмешательство благодаря лазерной операции, соответственно, тоже можно видоизменить форму глаза непосредственно the shape. To change the shape of the cornea to be able to give depth of focus for people to see different distances. То есть, соответственно, чтобы видеть на разных дистанциях, да, соответственно, у вас есть возможность прооперировать и улучшить качество зрения даже у дальнозорких, благодаря лазерной операции. So second question that we had yesterday, now let's get to the short-sighting problem. You get short-sighted, you need correction, you need to wear glasses, you need to wear lenses. First of all, as I understand since I have this problem, and I know it quite well, even if you wear glasses, even if you wear lenses, the problem, it's not that you can stop the problem. I mean, if it has to evolve, it will evolve, glasses or lenses. Am I wrong? That's correct. Итак, теперь мы коснемся больше проблемы близоруких людей, которых, в общем, достаточно большое количество, да, и, соответственно, они задают большое количество вопросов. Одевать очки, одевать линзы, в любом случае, зрение в данном случае... Again, sorry, always demanded on my phone, what can I do? Can you repeat, please? The question, what I was saying is that lenses or glasses, the problem will remain and will evolve. You cannot really stop it. Итак, проблему саму по себе, в принципе, независимо от того, одеваете вы очки, не одеваете, одеваете линзы, носите линзы или не носите, в любом случае она развивается. В любом случае происходит какое-то развитие проблемы. Может быть медленное, у кого-то более быстрое. So we're speaking about myopia or short-sightedness. Да, мы говорим в данном случае о миопии или о близорукости. The natural history of myopia is that usually as a child you develop myopia as teenage years. It sort of increases and stabilizes around 20 to 25. Ну, в целом, если мы говорим про миопию, то где-то с тинейджерского подросткового возраста идет сильное развитие, ухудшение зрения, и потом где-то между 20 и 25 годами стабилизируется. That's why it's not before that age that we would consider, for example, laser surgery to correct the eyesight.
because it stays stable then throughout life. So your numbers between 25 up to 60 will change rather in a small quantity. That's why people usually are corrected with glasses or contact lenses during those periods. And there is no proof that if you wear or you don't wear glasses, that it's going to really change your vision. Нет, в общем-то, никакого доказательства того, что у вас зрение упадет, если вы будете носить линзы или очки. Это как раз был один из вопросов одной из наших подписчиц, который говорит о том, что может ли ношение линз в принципе ухудшить зрение. Вот доктор говорит о том, что по сути нет. И поэтому между 25 годами и 60 годами, как правило, коррекция очками и линзами, потому что сильно зрение не ухудшается, то есть сильных каких-то изменений в этот период не происходит. Оно достаточно стабильное. So as Regina said, actually lenses or glasses doesn't change anything. I mean, it's not because you're wearing lens that your myopia will get worse than if you would wear glasses. It's a very good question again. It's absolutely the case. Now, if you wear or don't wear, it does not change much. However, I would modify and I'd put some little words about that. There's a lot of research going on myopia progression. And we know now that by using some types of contact lenses, we can maybe reduce the progression of myopia. And it's not a big, in a big amount. However, it can be significant because if we can take it very early, we can probably prevent people to become very short-sighted. And we know that if the eye is very short-sighted, it's longer, therefore it's more fragile to diseases like retinal detachments and complications. So we would like to keep the people less short-sighted possible. So there is a little place for contact lenses rather early to prevent progression of myopia. Specific contact lenses. Yes. Specific contact lenses. Exactly. Okay. Ну, итак, в общем, вы слышали о том, что, еще раз доктор повторил, что отличный, конечно же, вопрос. Действительно, ношение и очков, и линз, это, в общем-то, хорошо, никаких ухудшений у вас не должно быть за счет этого, но можно и улучшить. То есть есть последние исследования, которые доказывают, что есть специфический определенный вид линз на сегодняшний день, который может даже сокращать, улучшать и сокращать, так сказать, скорость ухудшения зрения. То есть он может, наоборот, помогать и улучшать качество вашего зрения. И чем раньше такие линзы будут использоваться людьми, у которых есть проблемы с миопией, с близорукостью, тем быстрее можно предотвратить проблему и сделать некую небольшую, по крайней мере, но коррекцию за счет линз и ослабить, уменьшить эту скорость развития миопии. Okay, I guess for today we made some certain points. Next time I guess we can speak more about concrete surgery, but this is another topic that will be also very interesting. When you do surgery, when wouldn't you need it, and what are the consequences, etc., etc. Thank you very much, Dr. Farpo. Thank you, Nicholas. It's always a pleasure to be with you. Итак, Sure. Мы сегодняшний день мы заканчиваем наш эфир, и я думаю, что мы, в принципе, ответили на главные вопросы. Вот. А в следующий раз мы в эфире встретимся с доктором и поговорим про операции. И про необходимость операций, кому они действительно нужны, кому они не нужны, в каких случаях. Если вам интересно, то задавайте побольше вопросов, и мы обязательно на них ответим. So, my last question. Okay. Мой последний вопрос. What can we do to make our eyes healthy? It's a good question also. So, Like to prevent, to really, for example, me, I have quite a good vision. I mean, I never had any problems, and actually I was at the eye doctor, I think like, I don't know, maybe 20 years ago or something like this. And
me personally, I'm asking myself, this year I'm 40. You are saying, many people, they say after 40s, the vision is getting worse. So, may. Okay. How can I prevent that? Maybe I can do something to improve the state and to make them healthy. To keep them healthy. To keep them healthy, exactly. So, probably one thing we really know about the eyes is that, as like the skin, we've got to protect it from ultraviolet light. Mm-hmm. So sunglasses is definitely something that's useful. Okay. Blue light is very toxic, as we know, to the eye and different structures of the body. And there's a lot of questioning about LED lights. Nowadays we have LEDs everywhere, LEDs on the retina screens, which are pretty aggressive, and we look at those. So we really don't know exactly how bad those are, mm-hmm. but what is certain is that when you go in the sun, it's always a good idea to wear your sunglasses. Otherwise, apart from that, a healthy diet, a lot of green leaves is always good. A lot of antioxidants, because we know there's a lot of things going on in the back of the eye, especially for age-related macular degeneration. That's important. So I would go on a healthy diet on a regular basis, which is pretty logical for the whole body. This is what we do. That's the best thing we can do. Healthy lifestyle, sunglasses. These are really the main basics. Okay. Итак, последний мой вопрос был, поскольку вы знаете прекрасно о том, что я очень много говорю про свой личный опыт и все провожу через себя. Я говорю о том, что вот мне совсем скоро 40 лет, доктор сказал, что после 40 зрение ухудшается очень у многих, но может и не ухудшиться, да? Вот мой вопрос был к доктору, как же все-таки сохранить здоровье глаз. И что же он ответил? Самое главное, это замечательная наша диета, зелень, хорошее питание, антиоксиданты. Да, мы очень часто, кстати, говорим про нашу воду, в том числе, которую мы пьем, канген-вода, есть разные, соответственно, это ощелоченная вода, это как раз и есть тот самый антиоксидант, вот даже для здоровья глаз это тоже крайне важно. И солнечные очки, конечно же, тоже при выходе на улицу, при солнце, обязательно защищать себя хорошим качеством солнечных очков. Вот. Понятно о том, что есть сейчас на сегодняшний день свет от экрана, в помещениях очень много яркого света. Мы не можем однозначно сказать о влиянии такого света на глаза. Еще не так много, скажем так, исследований. Исследования есть, но, может быть, недостаточно. Но, тем не менее, важно сохранять здоровье своих глаз и, конечно же, одевать очки, когда вы на солнце. Так что пользуйтесь, пожалуйста, рекомендациями доктора, а мы с ним встретимся еще. Спасибо вам. Спасибо большое. Thank you very much. Bye-bye. Bye.